Всем привет, вы на канале Дифи. Прошлый ролик собрал немаленькое количество просмотров, за это вам большое спасибо. Также подписывайтесь на мой новый канал, можете поставить этому ролику лайк, написать комментарий, и я обязательно вам на него отвечу. Ну а тема сегодняшнего ролика — как попасть в Лигу Чемпионов. Я вам дам советы, которыми пользуюсь сам. В принципе, ролик, я думаю, сделаю коротким, чтобы вас не мучить, поэтому давайте прямо сейчас начнем. И давайте перейдем в чемпионат, где мы будем участвовать в самой лиге. Ну, вообще, у вас, наверное, цель добраться до Лиги Чемпионов. Возможно, вы просто хотите повысить свою лигу. Все довольно просто. Тут нужно только терпение. Во-первых, лучше всего начать сражаться в первый же день, а не ждать до конца сезона, потому что в последние дни довольно тяжело заехать в какую-то из лиг. Также надо сделать первый заезд довольно хорошо, то есть постараться на максимум взять свою самую мощную тачку. Потому что если мы говорим о Лиге Чемпионов, то тачки менее 2500 ЛСТ автоматом не зайдут, это будет очень тяжело. Но вы не покидайте ролик, давайте я вам дам свои советы, которыми я сам пользуюсь. И давайте начнем с первого совета, который называется вот так. Обращать внимание на адекватность свапа. Вот, допустим, есть вот такая тачечка, и вы видите, что нецелесообразно сюда пихать мотор от Вайпера, значит свап не очень, и выиграть такой свап есть шансы. Есть еще такой советик: избегать свапов. Да, в целом тачки, которые в свапе, едут гораздо лучше, чем обычные стоковые, поэтому их лучше избегать. Еще у меня есть такой совет: избегать потенциальных свапов для топа. Ну, то есть, допустим, Волга с мотором от Вайпера, это довольно частая тема. Лучше всего искать стоковые автомобили, так как объехать их гораздо легче. Ну, для этого нужно быть ознакомленным с игрой, так как если вы не разбираетесь вообще, то вам будет тяжело сравнить, быстрее ваша тачка или нет. Для этого я дам еще один совет: это изучить список топов. Так вы будете знать приблизительно, у какой тачки какое максимальное количество лошадиных сил и плюс-минус как она будет ехать. Вы будете тоже знать. Еще один совет — это обращать внимание на колеса, так как вы можете отличать на тачке Stat Slick или какой-то собран сет, вы это сможете понять по колесам. И можно от этого отталкиваться, насколько прокачана тачка. Также надо уметь искать соперника. То есть не надо на первого попавшегося тыкать, так как соперники очень часто повторяются. Еще есть один такой совет: это учесть, что многие автомобили с меньшим количеством лошадиных сил едут не хуже вас, так как у каждого автомобиля есть свои характеристики, и если они хуже, это не показатель, что тачка не настроена. Еще совет: искать автомобили без винилов и тонера. Но это как бы спорно. Есть довольно большое количество автомобилей, которые без тонера, но едут офигенно. Обращать внимание на номера. Ну, обычно люди, которые настроили свою тачку, поставили на нее классный винил, ставят туда тоже топовые номера. Когда номеров вообще нет, это либо игроку пофиг, либо он пытается скрыться. Есть советы у вас какие-то, то напишите их в комментарии, я думаю, игрокам будет интересно, да и подписчикам тоже почитать. Ну, вообще, ваша цель, я так думаю, это получить чемпионский ящик и с него попробовать выбить либо Мерс, либо Dodge Dorama. Возможно, вы хотите ящик с спецсигналом, после чего его продать и просто выбить мигалку. Ну, или ящик удачи, но ящик удачи, как по мне, никому не нужен и никого не интересует. В принципе, такой ролик получился. Напишите свои советы в комментариях, напишите, понравился ли вам ролик, и напишите, какой ролик вы хотите увидеть в следующий раз. Всем спасибо за просмотр, с вами как всегда был Дифи, пока-пока.